Сергей Есенин приезжает сюда в конце декабря 25 года. Все ждут Новый год. Новый год – это всегда надежда, надежда на будущее. И он собирается перевести сюда сестер, собирается издавать журнал, собирается увидеть четырехтомное свое собрание сочинений и всем говорит о том, что он стал классиком при жизни. Еще никто из живых классиков не видел такое издание. И он поселился в самом красивом городе, в самом центре его, в очень красивом месте, возле Исаакиевского собора. В таких местах не умирают, в таких местах хочется жить. Каждый год, каждый класс, у меня дети обязательно спрашивают: а вы-то как думаете? А я не знаю, но этот черный человек мне не дает покоя, поэтому попробуем сегодня вместе разобраться, опираясь на литературу, потому что именно литературные произведения могут приоткрыть завесу над тем, что происходило в душе поэта. А свидетельства очевидцев очень противоречивые. Несколько странно, что дело закрыли очень быстро, уже в конце января. Вердикт был однозначное самоубийство, но почему-то таинственным образом исчезают или замолкают люди, которые были к этому причастны, и следователи, и очевидцы, а появится их свидетельство только в конце 80-х годов, когда средства массовой информации будут говорить о том, что это спектакль, разыгранный ГПУшниками. Однако есть, в общем-то, неопровержимые доказательства. Первое – это клочок бумаги, на котором кровью Есенина, а это подтверждено экспертизой, написано прощальное стихотворение: «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди, предназначенное расставание обещает встречу впереди». Написано почерком Есенина. И я считаю, что это однозначное доказательство, потому что под давлением такие строки не рождаются и такие слова не пишут. А второе доказательство – это свидетельство близкого друга Есенина Мариенгофа, который говорил о том, что Есенин последний год постоянно подвергал себя каким-то опасностям, постоянно пытался в той или иной форме покончить с собой и чуть ли не бросался под колеса дачного поезда и даже пытался заколоть себя кухонным ножом. Близкий друг, который его хорошо знал, считал, что это самоубийство. И все друзья и знакомые Есенина и Мариенгоф говорили о том, что Есенин очень много в это время читает поэму «Черный человек». Она не дает ему покоя, как будто не дает ему покоя этот сам черный человек. Вот и попробуем понять, что же происходит в душе поэта, прочитав вместе эту последнюю его поэму. Начинается она практически теми же словами: друг мой, я очень и очень болен». И в последней записке «До свидания, друг мой, до свидания». И здесь друг мой. Одинаковое обращение. Может быть, это обращение к одному и тому же человеку? Галина Бенеславская, которая всю жизнь любила Есенина и которую он считал своим лучшим другом, говорила о том, что, наверное, эти слова обращены к ней. Да каждый человек, который берет в руки томик Есенина, думает, что это обращение напрямую к нему. А Есенин не в одночасье ее написал, дописывал он ее уже в психиатрической лечебнице в ноябре, а до этого задумал он ее за 2 года до самоубийства, до ухода в 23 году. 2 года к самоубийству не готовятся. Поэтому я думаю, что это вымученная, выстраданная поэма, которую, может быть, стоит прочитать не как бред человека, который болен, а вчитаться и понять, к чему он пришел. А начинается поэма с очень странных, непонятных слов: друг мой, я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль, то ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги маячить больше не вмочь. Но вот самая непонятная строчка «на шее ноги маячить больше не мочь». Некоторые исследователи считают, что это плохо написанная буква «Ч» в слове «на шее ночи маячить больше не вмочь». Но я думаю, что это все-таки «на шее ноги маячить больше не вмочь», потому что есть у Маяковского образ поэта, такого Людогуся, который в поэме «Пятый интернационал» объясняет сущность поэзии. Я знаю точно, что такое поэзия. Внимание, начинаю, аксиома. Все люди имеют шею, задачу, как поэту пользоваться ею. Сущность поэзии в том, чтобы шею сильнее завинтить винтом. А у Маяковского этот образ из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Вот там в главе «Синяя гусеница дает совет» Алиса превращается в человека, состоящего только из шеи и головы. Вот так кэрролловский образ перешел к Маяковскому, а от Маяковского уже к Есенину. Но Есенин обращается не только к литературной традиции, но и к народным поверьям. Его черный человек приходит к лирическому герою и водит пальцем по мерзкой книге. А по народным преданиям у каждого человека есть ангел, который записывает его добрые дела, и дьявол, который записывает его злые поступки и помыслы. И потом, после его смерти, для того, чтобы определить дальнейшую его жизнь посмертную, сверяются эти записи. Вот черный человек пришел с черной, мерзкой книгой. И метели заводят веселые прялки не просто так. Они придут ни человеческой судьбы, ни человеческой жизни. И когда пряжу превращают в длинную нить и ее обрезают, то наступает смерть, человек умирает. Это тоже народные поверья, которые Есенин использовал. Рассказывая о лирическом своем герое и о его романе какой-то женщины 40 лишним лет, которую он называл скверной девочкой своей милой, Есенин, конечно, имеет в виду Айседору Дункан, но она здесь появляется не только вот в таком прямом образе. Известно, что много мук приносят изломанные и лживые жесты. Это ведь эпоха немого кино, когда все чувства и эмоции могли передать только жестами, а Айседору Дункан называли царицей жеста. Она создала новый танец и вдохнула новую жизнь. И Есенин знал цену этим жестам. Черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь в Водолазовой. Вот это совершенно неожиданное слово про какого-то водолаза тоже заставляет порыться в каких-то литературных источниках и наткнуться на «Декабрьскую ночь» Альфреда де Мюссе, французского писателя, который написал о себе и о мире, и вот, поднимая со дна души воспоминания об ушедшей любви, герой Мюссе сравнивает себя с водолазом. А в поэме Есенина вот эти слова «ты ведь не на службе живешь водолазовой», это значит, ты не можешь поднимать со дна моей души все, что там накопилось за всю мою долгую и очень несчастливую жизнь. «Черный человек» рассказал всю темную сторону жизни лирического героя, но он замолкает. Тих покой перекрестка. И перекресток здесь тоже появляется не случайно. Перекресток – это всегда выбор, куда идти. И такое ощущение, что сам Есенин оказался на этом перекрестке к концу поэмы. И поэму он пишет для того, чтобы понять, куда ему дальше идти, какую дорогу выбрать. И летит моя трость прямо в морду его, в переносицу. Он бросает трость в черного человека, а попадает в зеркало. Чего только не бросали в черных людей. Бросали и
чернильницей в черта и запускали даже остывшим чаем. Его нельзя убить просто так. Нужно или вбить какой-то осиновый кол, или бросить вот эту трость для того, чтобы его победить, для того, чтобы его преодолеть, для того, чтобы избавиться от этого черного человека. Сначала у Есенина была другая концовка, более трагическая, а здесь он все-таки сумел от этого черного в себе избавиться. Значит, он вышел к свету. И значит, он не собирался умирать, а наоборот, собирался дальше жить, уже без черного человека.